Всем привет! Меня зовут Ирина, и сегодня у нас будет занятие, пожалуй, на самую животрепещущую тему наших дней – это наш позвоночник, наша спина. На самом деле, все, что нужно нашему позвоночнику – это движение, и чтобы это движение оставалось в доступных рамках, нам нужно его укреплять. Этим мы будем сегодня заниматься. И поскольку у нас будет довольно много упоров на ладони, мы немного разогреем наши лучезапястные суставы, вытягиваем руки вперед, зажимаем большие пальцы в кулаки и вращаем кулаками по кругу в одну сторону. Уходим вниманием в свои запястья, ощущаем там тепло и в другую сторону. Стараемся вращать не на скорость, не на количество, а больше всегда на качество. Ничего не делаем через боль. Как только чувствуем дискомфорт, уменьшаем амплитуду любого движения. Вытягиваем руки вперед, пальцы натягиваем вверх и вниз. Перепонки между пальцами натянуты широко, пальцы напряжены. И перекрещиваем пальцы рук, вращаем запястьями, хорошо их доразогревая. Стряхиваем с рук все напряжение и выходим в кошку. В кошке пальцы ставим широко, проверяем, что мы отталкиваемся руками от пола, проверяем, что вес не сместился во внешний край ладони, что не поднялись такие домики между указательным и большим пальцем. Упираем в пол большие пальцы, упираем в пол указательные и на вдохе прогибаемся, уводим взгляд вверх. На выдохе толкаем руками пол, округляем хорошо спину. Вдох, прогиб, выдох, наклон. Работаем вместе с дыханием, следим за тем, чтобы дыхание не сбивалось. Если дыхание сбивается, подстраиваем движение под дыхание, а не наоборот. Дыхание всегда важнее. Вдох, прогибаемся. Выдох, округляем спину. И вращаем позвоночником по кругу в одну сторону. Руки остаются прямые в локтях. Вся работа только в позвоночнике. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. И в другую сторону. Отлично. Останавливаемся здесь, ставим ладони шире коврика, пальцы смотрят друг на друга. Если ладони не позволяют встать пальцами друг на друга, ставим ладони пальцами от себя. Рисуем между средних пальцев линию и опускаемся на вдохе грудной клеткой на эту воображаемую линию, а на выдохе толкаем руками пол, округляем спину. Вдох, прогибаемся грудной клеткой в пол, выдох, круглая спина. Таз над коленями. Движение без боли. Отводим ладошки пальцами от себя. И такое же движение, но по кругу. Боковые вращения на вдохе грудной клеткой от ладони до ладони. На выдохе толкаем руками пол, округляем спину. Вдох низко-низко над полом. Выдох. Круглая спина. И в другую сторону такое же движение. Течем от ладони до ладони на вдохе и с круглой спиной на выдохе. Хорошо. Возвращаем ладони под плечи. На вдохе правую руку поднимаем вверх в потолок, левой рукой толкаемся. На выдохе правая рука под левое плечо. Ложимся на лопатку и затылок. И еще несколько раз в динамике. Вдох, раскрываемся. Выдох, скрутка. Наша задача почувствовать длину нашего вдоха и выдоха и уложить в эту длину наше движение. С выдохом опускаемся в скрутку и фиксируем здесь. Опора на правую лопатку, на затылок. Таз остался над коленями, вес в коленях. Мы всегда можем легко проверить, поднять голову, без проблем ею покачать и снова опустить. В голове веса нет. Если это не получается, толкайте таз больше назад, вводите вес больше в ноги. И возвращаемся. Кошка. Меняем сторону. Вдох, левая рука вверх в потолок, раскрываемся. Выдох, левая рука под правым плечом, скручиваемся.
и в динамике вместе с дыханием. Вдох, раскрываем, выдох, закрываем. И с выдохом опускаемся в скрутку, фиксируем здесь. Опора на левую лопатку и затылок. Если хочется скрутку углубить правой рукой, можно толкнуться от пола, накатиться еще больше на левую лопатку. Отлично, возвращаемся. Собираем ладони в кулаки, упор на кулаки. Чуть-чуть округляем поясницу, чтобы она не провисала. Ставим стопы на носки и отрываем колени от пола буквально на миллиметр. Фиксируем здесь, дышим. Живот собран, мышцы лица расслабляем. Стараемся дышать глубоко, всегда следим за тем, чтобы дыхание не задерживалось. Опускаем колени в пол, оставляем ладони в кулаках и кулаки ставим себе на крестец. Это чуть ниже поясницы, такая жесткая косточка. И толкаем кулаками таз вперед, грудной клеткой прогибаемся, толкаем грудную клетку вверх в потолок, лопатками еще больше помогая себе. Кулаками оттягиваем ягодицы вниз. Если чувствуем дискомфорт в пояснице, нижние ребра внутрь, корпус поднимаем выше и опускаемся до той степени, до которой все ощущения комфортны. Толкаем грудную клетку вверх, ягодицы оттягиваем вниз, стараемся почувствовать, что несмотря на прогиб, поясница длинная. Делаем вдох и с выдохом таз на пятки, колени вместе, лоб на коврик, руки вытягиваем вперед, шишанкасана. Здесь восстанавливаемся, здесь удлиняем мышцы спины, утяжеляем вниманием таз, утяжеляем вниманием грудную клетку. И между тазом и грудным отделом приятно растягиваемся поясницей. Глубокое дыхание, с выдохом отпускаем все напряжение, сканируем тело, и если где-то находим ненужное нам напряжение, выдыхаем его. Отлично, приподнимаемся, остаемся на предплечьях, кошка на предплечьях, колени под тазом, локти под плечевыми. И такое же движение на вдохе прогиб, на выдохе округляем спину. Вдох, прогиб, выдох, круглая спина. Хорошо, отшагиваем отсюда стопами назад. Планка. Опускаем таз чуть ниже лопаток, выталкиваемся предплечьями от пола, макушкой тянемся вперед. Живот сокращен, дыхание остается внутри. Опускаем правое предплечье параллельно короткому краю коврика. Пятки вправо, левую руку вверх в потолок, боковая планка. Правым предплечьем толкаемся от пола, зажимаем правый бок, таз толкаем вверх. По возможности взгляд либо на верхнюю ладонь. Если шее некомфортно, взгляд вперед. Меняем сторону, левое предплечье в пол, обе пятки влево, поднимаем правую руку вверх, взгляд на правую ладонь, левой рукой толкаемся, нижний бок зажат, таз толкаем в потолок, фиксируем. Статика только в теле, не в дыхании. Дышим глубоко, насколько возможно, мышцы лица отпускаем. Хорошо, возвращаемся снова на предплечье. И опускаем медленно живот на коврик до нижних ребер. Касаемся пола нижними ребрами, локтевые суставы под плечевыми. Вытягиваемся макушкой вверх и тянем коврик предплечьями на себя, толкая грудную клетку вперед, макушкой вытягиваясь вверх. Нижние ребра остаются прижаты. В этом положении ваша поясница вытянута. Но если все равно чувствуем здесь дискомфорт, можно опуститься еще ниже. Отлично, со вдохом тянемся, последний раз макушкой вверх в потолок. И с выдохом опускаем ладонь на ладонь, лоб на ладонь. И несколько покачивающих движений тазом вправо-влево. Расслабляем приятно поясницу. Отпускаем все напряжение из тела.
Приподнимаем голову, ладони под плечами, пальцы смотрят друг на друга. На вдохе выталкиваем грудную клетку вперед и вверх, как будто вытягиваем позвоночник из таза. Чувствуем удлинение в мышцах живота, в мышцах спины. И длинный-длинный живот опускаем в пол, разворачиваем ладони пальцами вперед, плечи уводим от ушей, макушку направляем вперед, шея сзади длинная. И на вдохе поднимаем грудную клетку, ноги вверх, выдох вниз. Вдох вверх, выдох вниз. Вдох и выдох. В момент вдоха следите, что затылок не запрокидывается назад к лопаткам, шея остается в естественном положении. Выдох. И со вдохом приподнимаемся, фиксируем шалабхасану, в статике держим. Если скучно, можно собрать стопы вместе. Если это чересчур, оставляем стопы на ширине таза. Разводим руки в стороны, держим руки параллельно полу, фиксируем. И вытягиваем руки вперед, параллельно друг другу. Ладони смотрят друг на друга. Представляем, что держим в руках тяжелый шар. И пробуем поднять этот шар высоко-высоко. Держим еще 5, 4, 3, 2 и 1. Ладонь на ладонь, лоб на ладонь. И снова покачиваем тазом вправо-влево. Такой мягкой динамикой стараемся отпустить лишнее напряжение. Приподнимаем голову, вытягиваем левую руку вперед, правой рукой захватываем за правый голеностоп. И на вдохе толкаем правую голень назад, отрываем бедра, отрываем левую руку от пола, ардха дханурасана, полупрогиб фиксируем. Вдох, и с выдохом меняем сторону, правая рука вперед, левой рукой захват за левый голеностоп. На вдохе отрываем бедра, отрываем правую руку от пола, фиксируем. Шея сзади не зажата, шея длинная. С выдохом опускаемся и двумя руками за оба голеностопа. Бедра оставляем прижатыми к полу, только голени на вдохе тянутся назад и подтягивают за собой руки, углубляя наш прогиб. Бедра остаются на полу. Здесь поясница должна чувствовать себя комфортно. Если некомфортно, опускайтесь ребрами, опускайтесь грудной клеткой в пол настолько, насколько необходимо, чтобы некомфортные ощущения прошли. Хорошо, здесь вдох, с выдохом отпускаем. Ладони под плечами, толкаемся от пола, таз на пятки, лоб на коврик, шишанкасана. Дышим здесь глубоко, стараемся хорошо продышать мышцы спины. Для этого на вдохе чувствуем, как разъезжаются лопатки в стороны, как будто дышим в задней доле легких, и на каждом вдохе чувствуем, как расширяются мышцы спины, на выдохе собираются. Отсюда, оставляя таз на пятках, только руками, шагаем влево. Правой рукой пальцами по полу перебираем вперед, вытягиваем хорошо правый бок. Чувствуем, как на каждом вдохе правый бок все больше и больше вытягивается. Возвращаемся в центр и отсюда шагаем ладонями влево. Левой рукой по полу тянемся максимально вперед и вправо, так, чтобы зайти хорошо в вытяжение от таза до кончика среднего пальца левой руки. Хорошо, возвращаем ладони в пол, приподнимаем таз, отшагиваем стопами назад. Планка, фиксируем. В планке обязательно проверяем работу своих запястий. Проверяем, что вес, что у нас большие пальцы прижаты к полу, указательные пальцы прижаты к полу. Вес распределен равномерно по всей ладони. Таз ниже лопаток. Живот собран. Делаем здесь выдох и на вдохе таз вверх, собака мордой вниз. Несколько раз динамика. Здесь вдох, выдох, планка.
Вдох, собака. Выдох, планка. Следим за поясницей, поясницу не проваливаем. Для этого всегда контролируем ее мышцами живота. Выдох, планка. Вдох, собака. Выдох, планка. Со вдохом уходим в собаку мордой вниз. Здесь несколько переминающихся движений. С правой пятки на левую. То одну ногу выпрямляем, то другую. Остаемся в собаке. Ноги можно оставить подсогнутыми, чтобы спина не сильно скруглялась. В момент, когда мы сгибаем ноги в коленях, мы подтягиваем живот к бедрам, выпрямляем спину. И здесь в динамике делаем вдох, и на выдохе правой ладонью касаемся левой голени. Вдох, центр, выдох, левой ладонью касаемся правой голени. Скрутки в динамике. И правой рукой пробуем захватиться за левую голень, либо за голеностоп, либо выше, докуда достали. И слегка натягиваем голень на себя, скручиваемся в собаке. Меняем сторону. Правая рука в пол, левой рукой за правый голеностоп, либо повыше. Скручиваемся. Чувствуем, как левая лопатка стремится вперед, правая назад. Отлично. Возвращаемся в собаку, опускаем колени в пол, таз оставляем над коленями, руками шагаем вперед, проваливаемся грудной клеткой в пол, раскрываем грудной отдел, приятно вытягиваем мышцы живота. Грудная клетка здесь на пол может не лечь. Возможно, положение будет выглядеть так. Остаемся там, докуда нас пускает наша грудная клетка. Пробуем почувствовать свои лопатки, как мы мягко лопатками давим на грудной отдел, и грудная клетка с каждым выдохом, становясь мягче, провисает, проваливается все ниже и ниже к полу. Если некомфортно в шейном отделе, голову ставим на лоб. Если комфортно, то на подбородок. Толкаемся руками, уводим таз назад, шашанкасана, снова компенсируем поясницу, вытягиваемся, полностью расслабляем лоб. Хорошо, приподнимаемся здесь, перекрещиваем голени. Садимся тазом в пол, садимся чуть ближе к началу коврика, чтобы было место, куда лечь спиной. Подхватываем себя под бедра, толкаем живот вперед, выпрямляем спину. Включаем мышцы спины, отрываем стопы от коврика. Либо оставляем стопы здесь, либо поднимаем голени до параллели с полом и вытягиваем руки вперед, фиксируем. Хорошо, работаем мышцами спины, толкая живот вперед. Лопатками толкаем грудную клетку. Чувствуем работу в мышцах спины. Здесь вдох, и на выдохе с круглой-круглой поясницей прижимаем поясницу в пол, выпрямляем ноги вперед, лопатки остались на весу. Руками параллельно полу тянемся вперед. Проверяем, что нет прогиба в пояснице. Если он появился, поднимаем ноги вверх настолько, насколько нужно, чтобы поясница стала прижатой в пол. Держим. И опускаем пятки в пол, не опуская лопатки. И шагаем пяточками вперед и назад. Маленькие шажки. Обязательно дышим. Делаем вдох и с выдохом расслабляем лопатки. Несколько циклов дыхания животом. На вдохе живот надуваем, на выдохе сдуваем. Вытягиваем руки вперед. Ставим стопы на ширине таза. И со вдохом начинаем отрывать таз от пола, как будто отлепляем скотч. Сначала отрываем крестец, затем поясницу. И только затем грудной отдел, оставаясь на лопатках. И обратно также сначала опускаем грудной отдел, затем позвонки поясничного отдела, и только затем крестец. И делаем в динамике. На вдохе таз вверх,
На выдохе таз вниз, позвонок за позвонком. Наблюдаем здесь за мобильностью своего позвоночника. И со вдохом поднимаем таз, остаемся в статике, перекрещиваем пальцы рук, сводим поуже друг к другу плечи с лопатками, толкаемся стопами от пола, поднимаем выше таз, держим. Проверяем, что у нас вес не сместился во внешние края стоп, что колени не разъехались шире, колени на ширине таза, давим полностью всей площадью стопы в пол. Расплетаем замок рук, аккуратно таз в пол, правый голеностоп на левое бедро, подтягиваем оба бедра к себе, захватываемся либо за левое бедро, либо за левую голень и пробуем, не отрывая крестец, оставляя спину на коврике, прижимать как можно ближе к себе бедра. При этом правое колено толкаем вперед от себя. Приятно вытягиваем ягодичные мышцы справа. Опускаем левую ногу в пол, разводим руки в стороны перпендикулярно корпусу. Делаем вдох и на выдохе опускаем ноги вправо, голову поворачивая влево. Вдох, центр, выдох в другую сторону. Вдох, центр, выдох, скрутка. Скрутка приятная, комфортная, плечи стараемся от пола не отрывать. Вытягиваем левую ногу вперед, правая стопа осталась на левом бедре. Смещаем таз чуть правее, левую ладонь кладем на правое колено, делаем вдох. И на выдохе опускаем правое колено влево, голову поворачиваем вправо, стараемся мысленно утяжелять правое плечо, не отрывая его от пола, фиксируем скрутку в статике. Прикрываем здесь глаза, полностью расслабляемся. Не доводим движение до некомфортной амплитуды. Если необходимо, поднимаем колено выше, можно подложить под колено какую-то опору, чтобы можно было расслабить ногу. Хорошо, возвращаемся в центр. Правая стопа возле таза, левый голеностоп на правое бедро. Подтягиваем оба бедра к себе, захват либо под правое бедро, либо за правую голень. Фиксируем здесь. Ощущаем приятное вытяжение в ягодичных мышцах слева. Слегка толкаем левое колено вперед от себя. Все ощущения приятные. Ничего не делаем через боль. Опускаем правую стопу в пол, разводим руки в стороны, делаем вдох. И на выдохе опускаем ноги влево, голову поворачиваем вправо. Вдох, центр, выдох, ноги вправо, голова влево. Вдох, центр, выдох, скрутка. И продолжаем вместе с дыханиями. Скрутка всегда на выдохе. Вытягиваем правую ногу вперед, левая стопа осталась на правом бедре. Таз смещаем чуть-чуть левее, правую ладонь кладем на левое колено, левая осталась в стороне, ладонь смотрит в пол. Делаем вдох, и на выдохе опускаем левое колено вправо, поворачиваем голову влево, стараемся левое плечо от пола не отрывать и даем телу самому мягко вместе с дыханием растекаться в скрутке, приятно вытягивая позвоночник. Раскручиваемся в центр, ложимся удобно, растекаемся в шавасане.
Раскрываем ладони вверх в потолок, разводим ноги чуть друг от друга. Прикрываем глаза и остаемся в шавасане столько, сколько сможете. А мы закончили наше занятие. Благодарю вас за то, что выбрали мое видео. Пока-пока.